Бронированная боевая машина. Танк. Как много в этом слове силы и элегантности. Сколько человек в самом большом танковом экипаже? Какой танк по весу равен 70 автобусам? И еще немало историй о самых огромных и мощных танках, созданных раньше и сейчас. Поэтому к машинам и по местам. Мы начинаем. Танк в переводе с английского – бак, резервуар или цистерна. Основатели новой боевой силы, англичане, хотели замаскировать прибытие ее на фронт Первой мировой войны. Поэтому на железнодорожных контейнерах, доставлявших машины на фронт, было написано «танк». Слово «танк» в отношении новой боевой машины, которая еще не успела получить своего имени, прижилось. Первым прародителем грозной военной силы стал танк Марк-1. Машина на гусеницах массой 28 тонн. Броня 10 мм толщины спасала от пуль противника. Слабый двигатель мощностью 105 лошадиных сил тяжелую машину перемещал с трудом, развивая скорость всего около 6 км в час. Интересно, что согласно документации, на заре танковой эпохи военные машины разделялись на самок и самцов. Танк, вооруженный пушкой, которая символически напоминает форму мужского полового достоинства, британцы назвали МК-1 Male – самец. Танк МК-1 с пулеметным гнездом и без выступающего орудия был назван самкой МК-1 Female. Несмотря на несовершенство и сырость конструкции, первое применение танков превзошло все ожидания и оказалось чрезвычайно успешным. Кто из нас не любовался творениями конструкторского бюро Фердинанда Порше? Мозг сразу набрасывает изгибы и линии автомобиля. Но производитель Панамера, Кайен 911 модели отметился и в строительстве железных монстров. Танк Маус – сверхтяжелая немецкая бронетехника с впечатляющей историей его рук дело. Название Маус переводится как «мышь». Основная цель создания данного образца была разработка танка с максимальной защитой. Это «мышка» – рекордсмен по весу среди всех танков в мире, состоящим из 188,9 тонн отборной стали. Из такого количества металла можно сделать 70 городских автобусов. Он обладал лобовой броней корпуса 348 мм, 195 мм боковой защитой и 180 мм брони на задней части. В башне размещалось 128-мм орудие. Из-за своего веса почти в 189 тонн Маус не был в состоянии пересекать реки по автодорожным мостам. Они могли не выдержать и обрушиться. Для преодоления рек разработчики планировали использовать два танка, один из которых с помощью электропитания управлял другим на берегу. Было изготовлено всего два прототипа, но в боях они не участвовали. Было много технических недоработок, исправить которые не удалось по экономическим причинам. Сегодня, чтобы увидеть этот уникальный танк, нужно посетить московский парк «Патриот», где он охраняется как историческое сокровище. Экипаж Мауса состоял из 6 человек, но это далеко не рекорд. Для сравнения, в экипаже русского царь-танка было аж 15 человек. Эта боевая машина была разработана Николаем Лебеденко в Российской империи в 1914-1915 годах. У танка было два огромных спицевых передних колеса диаметром около 9 метров и задний каток значительно меньшего размера, всего 1,5 метра. Танк имел Т-образный корпус шириной 12 метров, а на каждой его стороне находились башни с пулеметами, с возможной заменой их на пушки. Проектная скорость передвижения машины составляла 17 км в час. Но при первом же испытании машина свалилась с бревенчатого настила и не смогла сдвинуться с места, несмотря на все усилия экипажа. Поэтому боевая машина Лебеденко так и осталась лишь одним из множества неудачных проектов мирового танкостроения начала 20 века. Финал проекта был печален. Танк был брошен на полигоне, а потом его распилили на металлолом. Одним из важных параметров танка всегда было вооружение. Так у какого же танка самый большой диаметр ствола пушки? У большинства современных танков диаметр орудия колеблется от 120 мм до 130 мм. Но и здесь не обошлось без лидера. Знакомьтесь,
Т-14 «Армата» – инновационный боевой танк с автоматизированной башней, разработанный в России на основе универсальной гусеничной платформы «Армата» и его 152-мм орудие. Оно обладает преимуществом в пробивной способности подкалиберного снаряда, способного пробить металл толщиной более 1000 мм, что превосходит бронирование современных танков. Калибр 152 мм также позволяет осуществлять стрельбу ракетами на расстояние до 10 км. Также хотелось бы отметить, что Т-14 оснащен мощным двигателем с автоматической коробкой передач и возможностью изменения мощности от 1350 до 1800 лошадиных сил. Это позволяет перемещать 48 тонн на скорости до 90 км в час. Объем топливного бака составляет 2100 литров, и он рассчитан на дальность хода до 500 километров. При определенных условиях поврежденный двигатель может быть заменен всего за 30 минут. Трансмиссия же представляет собой 16-ступенчатую автоматическую коробку передач. В наличии имеется 8 передач вперед и 8 назад, а также возможность ручного переключения передач. Экипаж танка состоит из 3 человек – водителя-механика, наводчика и командира. Все они размещаются в просторном бронированном отсеке в середине танка, рядом друг с другом, что обеспечивает легкое общение и эффективное взаимодействие между ними. Это новая так называемая лафетная компоновка. Сам танк способен преодолевать водные препятствия глубиной до 5 метров, включая реки и водохранилища. Многие параметры данного изделия все еще находятся в стадии разработки и засекречены, но и приведенные выше поражают своей военной мощью. 152 мм действительно грозное вооружение. Но давайте от большого перейдем к малому. Самый маленький диаметр ствола имел малыш немецкого танкостроения Panzer-1. Вес танка составлял 5,4 тонны. Он был оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, мощностью всего 60 лошадиных сил. Дальность его действия составляла 200 км по гладкой дороге и 175 км по бездорожью. Максимальная скорость на дороге достигала 37 км в час, а по бездорожью – 25 км в час. Что же касается вооружения, то серийные модели этих танков должны были быть вооружены лишь 2 пулеметами калибра 7,92. Известно, что пулеметы были в значительной степени неэффективны даже против самой легкой танковой брони того времени, что ограничивало Panzer-1 только в обучающих и противопехотных задачах. На испытаниях их эффективность оказалась низкой. И все же, несмотря на неудачи, танк был востребован армией. Эти машины могли быть полезными в работе тральщиками. Впоследствии многие из них были использованы в полицейских обязанностях за пределами фронтовой линии. Здесь им удалось достичь намного большего успеха благодаря их толстой броне, которая делала их почти непробиваемыми для партизан, и они избежали встречи с вражеской бронетехникой. Свой рассказ мы продолжаем о 5 самых больших танков в мире. Одними из лучших в танкостроении были всегда французские инженеры, начиная с первопроходцев Renault FT-17, заканчивая последними разработками. Нашу 5 открывает французский гигант Leclerc танк AMX-56. Leclerc – классический представитель своего класса, обладает модульной бронированной конструкцией, выполненной из прочных материалов, таких как титан и вольфрам. Модуль позволяет быстро заменять поврежденные части брони даже на поле боя. Для обслуживания бронемашины, так же как и у «Арматы», требуется всего лишь 3 члена экипажа. Но интересный факт – рост танкиста не должен превышать 1,82 м, так как внутреннее пространство танка ограничено. Боевой вес французского монстра составляет 60 тонн. Но это нисколечки не мешает ему быть одним из самых маневренных и быстрых танков в мире. Он мчит по асфальту 71 км в час, а по полю танковых сражений 51 км в час. В качестве ударной силы используются мощные 120 мм пушки, оснащенные боекомплектом из 40 снарядов и 2 пулеметами различных калибров. Также в бою Leclerc прицельно вести огонь помогают современные средства наблюдения, как тепловизор, лазерный дальномер и различные оптические приборы. В общем, Leclerc – великолепный танк, безусловно, и один из лучших на сегодняшний день. Но есть несколько интересных моментов, которые следует отметить.
Прежде всего, хочу сказать о его разработке. Возникает вопрос, стала бы заниматься Франция созданием и производством этого танка, если бы не участие Объединенных Арабских Эмиратов в этом проекте? В сущности, ОАЭ была закуплена большая половина из изготовленных моделей. Стоимость одной единицы, согласно некоторым источникам, составляла 6 миллионов евро, в то время как по другим данным – до 16 миллионов. Франция, несмотря на свою активную колониальную политику и множество вооруженных конфликтов в Африке, почти не использует свою основную танковую машину АМХ-56. Несколько леклерков были задействованы ОАЭ в вооруженном конфликте в Йемене, однако кажется, что они пожалели об этом, так как из-за небольшого контингента, отправленного в страну, 4 или 5 машин были серьезно повреждены. Конечно, в условиях боевых действий они могут быть задействованы, если все другие варианты исчерпаны. Однако использование леклерков выходит слишком дорого даже при всех их преимуществах. Очередной заслуживающий нашего внимания по силе и мощи танк принадлежит также немецкой армии. Это сверхтяжелый танк Landkreuzer P-1000, что в переводе «сухопутный крейсер», имел прозвище «крыса». Правда, существовала крыса только на бумаге. Задумка конструкторов была создать танк весом в 1000 тонн. В чертежах предполагалось, что вооружение составит 300 тонн, гусеничные компоненты займут 100 тонн, а броня и каркас – 200 тонн. Машина должна была обладать габаритами 35 метров в длину, 14 метров в ширину и 11 метров в высоту. Чтобы оживить это чудо немецкой инженерии, состоящее из 8 судоходных двигателей, каждый из которых мощностью 2000 лошадиных сил, нужна была команда в 36 человек. В мечтах конструкторов на борту танка были спроектированы гараж для 2 мотоциклов, складские помещения и даже ванная комната. Не всегда чертежи оставались только на бумаге. И следующий танк в нашем рейтинге будет тяжеловес, разработанный в Германии во время Первой мировой войны. Немецкий танк Colossal Wagen. В мае 1918 года итальянец Джуниор Дуэ написал фантастический роман «Крылатая победа». В этом произведении писатель обеспечил немецкую армию 2000 колоссальных танков Круппа по 4000 весом. При этом 6 дизелями по 3000 лошадиных сил. Танк уничтожал противника, разбрызгивая зажигательную жидкость на площади, полукругом, радиусом в 100 метров. Танковый экипаж – всего 2 человека. Разумеется, на самом деле подобных чудовищ в Германии строить не собирались. Однако идея подвижной крепости все же нашла свое крайнее выражение в виде первого воплощенного в металле сверхтяжелого танка. Конструктор стремился разработать танк, способный преодолевать любую вражескую оборону. За основу были взяты английские разработки. Корпус танка на гусеничной тяге имел форму ромба. Его масса составляла 150 тонн, длина 12,8 метров, ширина 3 метра, высота 3,5 метра. В качестве вооружения использовались 4 77 миллиметровые пушки, размещенные по бокам, и 2 пулемета различного калибра. Эксплуатировал бронемашину экипаж из 22 человек. Планировалось произвести 100 единиц техники и оснастить каждую из них радиостанцией с большой дальностью действия. Еще один танк нашего рейтинга снова из Франции – Чар-2С. Его можно смело назвать одним из самых громадных танков в мире, если рассматривать его метрические размеры, и самым большим серийным танком в мире. Его длина составляет 10,27 метров, а ширина 4 метра, высота 3 метра. Создатели нового танка задумывали его так, чтобы он без труда преодолевал любые препятствия. Чар-2С оснащался 75 миллиметровой нарезной пушкой и 4 пулеметами. Чтобы осуществлять точную стрельбу, экипаж состоял из 12 человек. Удивительно, что сама орудийная башня была первой трехместной в истории. Внутри нее располагались командир, стрелок и заряжающий, создавая идеальные условия для работы экипажа. Остальные члены команды были расположены по всей длине корпуса. Мощные 6-цилиндровые двигатели Mercedes в 200 лошадиных сил танка потребляли 12,8 литров топлива на каждый пройденный километр. Поэтому без дозаправки танк мог проехать не более 100 километров.
Чар-2С был одним из самых тяжело бронированных танков в мире середины 20 века. Его броня составляла 45 мм в передней части корпуса и 35 мм вокруг башни главного калибра. Борта имели толщину 22 мм, а крыша 13 мм. В целом эта чудовищная машина весила 77 тонн. Несмотря на свой вес, он имел приличную для того времени мобильность, развивая максимальную скорость 12 км в час. Давайте не будем зацикливаться на Европе и расскажем про азиатский танк К-2 «Черная пантера», самый грозный танк Южной Кореи. Вначале конструкторы разработали для К-2 необитаемую башню, однако в конечном итоге решили остановиться на обычной башне и трехместном экипаже. Внутри танка располагается 120-мм гладкоствольная пушка. Масса танка составляет 61 тонну. Особенностью К-2 «Черной пантеры» является усовершенствованная система подвески. Эта система позволяет значительно улучшить управляемость танка на бездорожье, регулируя подвеску в зависимости от типа местности. Активная подвеска позволяет наклонить корпус вперед, что изначально увеличивает угол наклона орудия. Также танк оборудован системой динамического натяжения гусениц, которая непрерывно поддерживает натяжение гусениц даже при совершении резких маневров. А кроме отличной мобильности, К-2 может справляться с переправами через реки глубиной до 4 метров, несмотря на его высоту в 2,4 метра. Максимальная скорость танка составляет 70 км в час по дороге и 50 км в час по бездорожью. Выбрать лучший боевой танк в мире – задача непростая. Сложно утверждать что-либо конкретное, учитывая отсутствие реальных сражений этих танков друг против друга. Тем не менее, все перечисленные танки известны своей невероятной мощью и разрушительной силой. Однако не стоит забывать, что успех на поле боя также зависит от подготовки экипажа. Технический прогресс и увеличение числа военных конфликтов не оставляет танкостроению шанса на паузу. Во всей мировой истории танк был, есть и будет грозной силой. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было интересным и полезным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!